И снова всем привет, с вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами совершенно неожиданно попали в поместье местного сумасшедшего, ну я так думаю, что сумасшедшего мага. Вот. И в этой части мы будем исследовать это поместье более подробно. В целом нам нужно здесь достать табличку одну. Вот. Но, может быть, мы найдем еще чего-нибудь интересного. Так, смотрите-ка. Земляной Эйдос. Неудавшийся эксперимент. И эти ребята как-то на 2 уровня выше нас. На больше, чем на 3 уровня выше нас. Ну, мы можем попытаться, конечно, с ними. Мне кажется, что я только что зря сделал то, что я сделал. Ну, давайте вернемся. Ага, тут еще без добавок. Ну ладно, давайте сражаться. Что делать? Кажется, у нас проблема, ребята. Хотя, может, и не такие уж и проблемы, но мне кажется, что это будет непросто. Так, давайте-ка. Алот у нас сейчас очень эпично сожжет 3 бесов. Мы можем как-то развернуть. Вот так вот. Здесь так. Здесь так. Здесь и так все идет правильно. Без Трикстер. Такой вот у нас тут бес собрался. Так, ну ладно, земляной Эйдос у нас вроде бы все. Так, без Трикстер, они, в принципе, сейчас могут умереть, плюс-минус. Я надеюсь, что они умрут скоро. Отлично. Справились. Оникс, кровавый мох, пробужденный корень. Ну и всякие части демонов. Будет ли награда за то, что мы зачистили, ну, такую непростую довольно команду, конечно, интересно. Но что-то не дают нам никакой награды. И, кстати, нам, ребята, так-то по-хорошему надо бы отдохнуть, потому что у Зоти так себе все. Тут
тоже так себе все. Ну, давайте отдохнем. Поговорить с Зоти о ее вещих кошмарах. Давайте поговорим. Зоти покачивается, с ее губ слетает тихий стон. Она проводит пальцем по искусанным губам. Как ты? Струйка пота пробегает по ее виску и капает с подбородка. Ее глаза мутные и смотрят куда-то очень далеко. Хранитель? Она медленно сглатывает, напрягая горло в попытке вернуть себе дар речи. Или, возможно, удержать себе съеденное блюдо. Обычный кошмар. Ничего, пройдет. Она вся передергивается, стараясь взять себя в руки. Эдер, ты бы отвернулась от нашего хранителя, а то мало ли, вдруг не удержишься. Эдер прокашливается. Извини, я понимаю, что тебе нелегко приходится. Можно сказать и так. Он наклоняет голову и хмурится, не понимая, смеется он над ней или нет. Обнять за плечи и притянуть к себе. Хочешь поговорить об этом? В этом нет необходимости. Разве только... Она дергает головой вправо. Разве только ты тоже видишь эти жуткие трупы? Она шепчет быстро и торопливо, и у вас вся шерсть встает дыбом. Шерсть? Ну окей. Вы оглядываетесь по сторонам, но ничего не видите. По крайней мере, ничего необычного. Даже когда смотрите туда же, куда зачарованно уставилась сама Зоти. Я ничего не вижу. Я и сама подумала, что это вряд ли. Но ты ведь видишь то, чего не видят другие. Так что я думала, надеялась. Могла бы уже запомнить. Надежда — это ложный свет. Я вижу тело, сшитое из кусков освежеванной плоти. У него 3 головы и 4 конечности. На каждой голове по 3 слепых глаза, а над ними по 3 белых рога. Это чудище размером с целую гору, и оно движется к нам, а солнце черно, словно дикая слива. Она поднимает глаза к небу и дрожит, словно находясь на грани судорог. Фонарь бежит в ее руках. Она вздыхает. Я знаю, что это просто морок. В последнее время стало хуже. Иногда я просыпаюсь вся в поту и жутко дрожу. А иногда я не сплю вовсе. Я вглядываюсь во тьму широко раскрытыми глазами. Я вижу, как гаснет один фонарь за другим. И каждая душа давно созрела, и вот-вот начнет гнить в ожидании жатвы. Мы сумеем снова разжечь огни Хель, нам нужно только время, еще не все потеряно. Надеюсь, ты прав, Хранитель, потому что, если нет... Она нервно дергает фонарь, и в ее глазах отражается его пламя. Нет, это правда. Хаун избрал меня. Пока я не пойму, что должна сделать, буду делать все, чтобы облегчить себе путь к цели. Она глядит вам в лицо. Вместе мы разберемся во всем. Она осторожно берет вас за руку. Ваши пальцы переплетаются, а ладони сжимаются так плотно, что вы чувствуете пульс друг друга. Расправив плечи, она переводит взгляд куда-то вдаль. Мы можем как-то избавить тебя от кошмаров? Я веду больше душ, нежели когда-либо прежде. Не знаю, сработает ли это, как раньше, но когда меня мучили сны, я исповедовалась Хауну. Я могу провести ритуал в храме Никитаки. Прошу, мне нужно избавиться от этой ноши. Понадобится всего минута у подножия статуи Хауна. Хорошо, ребята. Ну, сходим тогда к... Так, это у нас получается фонарь Хауна, да? Провести духовное очищение в храме Хауна. Хорошо. Так, получается, эта комната, грибной сад, мы ее исследовали. Так, тут что-то новенькое. Какой-то зал, смотрите-ка.
При приближении к зерцалу видений кожу начинает покалывать. Из его глубин ухмыляется ваше отражение. Это интересно, зачем нам будет нужно? Ну, узнаем. Какая-то новая комната. Окованный железом конструкт. Без. О. Так, окованный железом конструкт, ребята. Мы не можем его пробить. Ну, давайте увеличивать пробивание. Здесь так. Здесь так. Ну и здесь тоже включим вот так вот. Еще один конструкт. Так, ну вот это мне уже не очень нравится. Мне кажется, что может быть мы с ними сейчас не справимся. Ну мы, конечно, им чуть-чуть урона наносим, но не думаю, что этого достаточно. Я могу его поднять. 4 энергии надо. Но я могу его поднять. Так, я его поднял. Короче, мы убили только... Ну, мы сейчас убьем только одного конструкта. Так, нет, пока не будем ослеплять. Пока будем бить. Так, один конструкт готов. Так, ну ладно, давайте ресурсы использовать.
защита еще какая-то на нем накастована. Почему я не могу двигаться? А, я не могу двигаться. Блин, я все это время только Эдером его убил. Да, бывает. Так, ореол рвения. Увеличивая их защиту, резвость и защиту при выходе из боя. Постоянный эффект регенерации, либо же четкое видение цели повышает точность. Также преобразует некоторые попадания в критические. Давайте пока регенерацию дадим. Теперь точность. Отлично. Так, скрепляющая медь, живое железо. Смотрите, тут пробуждена адра, живое железо, анимантия в современном мире. Так, это у нас что? Душа. Похоже, это предназначено для железных конструкторов Аркемира. Вы ощущаете внутри метущийся осколок души. Прочитай душу. Вы идете по залам поместья Аркемира. Вы шагаете уверенно, точно зная, что находится за каждой дверью. На расстоянии 3 шагов за вами следует напарник. Жестом попросите его поторопиться. Едва ли беса побеспокоит такой легкий шум. Ефрем кивает и ускоряется. Наконец вы находите тяжелую дверь от сейфа. Замок сделан из драгоценных камней. Ефрен обеспокоенно оглядывается по сторонам, не следя за вашими действиями. Расставить самосветы по местам, надеясь, что ваш осведомитель ничего не перепутал. Дверь сейфа открывается, и в тот же миг из-за угла выбегает верещащий бес. Вы разворачиваетесь и бросаетесь прочь. Ефрена нигде нет, но вы успеваете заметить уголок его плаща. Он убежал прятаться. Едва вы успеваете сделать пару торопливых шагов, как вас сносит с ног. Кажется, на вас обрушился настоящий таран. Вы можете только ошеломленно наблюдать, как кулак железного конструкта безжалостно опускается все ниже. Между ним и каменным полом нет ничего, кроме вашей головы. Зоти, будь я проклята, если позволю использовать хоть одну душу в таких грязных целях. Идем со мной, заблудшее создание. Помрачневшая Зоти водит фонарем над конструктом, забирая остатки ауры вора. Так. Говоришь, ты мозговой пират в буквальном смысле этого слова? Заплываешь в чужие головы и воруешь мысли? Так, заказ на покупку. Многоуважаемый Аркемир, мы получили ваш заказ на 2 дополнительных железных конструктов. Можете быть уверены, что они будут доставлены вам в течение недели. То, что вы неизменно остаетесь удовлетворены нашей работой, дает нам понять, что плоды нашего труда идут на благое дело. Надеемся на продолжение нашего плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Под текстом стоит печать Абидона и неразборчивая подпись. Серафен, перед тобой повелитель разума, единственный в своем роде. Едва ли. Даже я слышала о Молнаш. Она Сайфер, как и ты, да? Только постарше. Никак нельзя без разговора о моей сопернице. Ты знаешь, что каждый раз, когда ты ее упоминаешь, у нее в заднице свербит. Это ты ее проклял? Скажи, что это не ты. Раздери меня, Хель, надеюсь, от этого у нее свербеть не будет. Теперь я только хуже все делаю. Лучше я заткнусь, пока ничего не произошло. Ха, мне нравится твой стиль. Да. Так, найден скрытый объект. А вот где он найден? Так, что-то я не вижу скрытого объекта, ребята. А, вон он.
Реагент, осколок обсидиана. Медицинские припасы. Токсин бури и лом. Так, и как добраться до этого? Ага, вот. Оглушающая бомба и граната. Это у нас Эдеру пойдет. Он у нас умеет с такими делами обращаться. Так, хорошо, это было хранилище. Здесь больше точно ничего нет скрытого. Ну ладно. Так, вот следующая комнатка. Так, здесь у нас один конструкт. Давайте Серафимом поисследуем. Конструкт. Огненный Эйдос. Ну, вроде бы все понятно. Если мы займем ту же позицию, как и в прошлый раз. Так вот. Раз. Вот так вот два. Теперь сделаем вот так. Так, здесь мы регенерацию даем. А нет, это окованный сталью прототип, ребята, он еще больше, чем на 3 уровня. Мы вообще ему хоть урона наносим? По-моему, нет. У меня есть такое ощущение, что урона мы ему вообще не наносим. Это не есть, конечно, хорошо. Он сейчас на нас дыхнет, и нам будет бобо. Ну так тоже? Ну хотя так толку. Даже не знаю туда, что делать с ним. Так, давайте с Серафином побегаем тут по кругу. Посмотрим, может мы здесь что-то найдем. Ага, Алота убил. Не, ну кстати, по чуть-чуть мы ему что-то где-то там сносим. Но уже очень по чуть-чуть. %. Ну, по чуть-чуть, да, по 4 урончика мы наносим.
Может быть, сюда попозже зайдем? Если вообще сюда нужно заходить, потому что можно, кажется, эту комнату обойти. Или будем доковыривать? Так, ну как еще больше оптимизировать все это дело, я даже не знаю. У нас осталось двое. Ладно, давайте загрузимся. Я думаю, что если мы его убьем всей группой, будет быстрее. Ну, попытаемся его заколупать. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, не очень круто, там, когда на 3 уровня выше тебя противник и все такое. Ну, раз он колупается, значит заколупаем. Мы стратегически правильную позицию занимаем все равно. Давай точность повысим сейчас, пока что.
Персонаж тщательно пристреливается, чтобы нанести максимальный урон при помощи арбалета. При попадании упреждают. Давайте попробуем. Короче, что-то ему по 4 урона таки наносит, то что я вижу. Так, а Алота нужно отвести... А нет, не Алота, а нашего Сайфера нужно отвести назад. Алота так сзади. То есть он притягивает иногда, видите? Давайте подрегенимся немножко. Давайте попробуем пистолетами пострелять, интересно. Но какой-то урон там все равно наносится. Вот давайте посмотрим. Слегка попадает. Так, это окованный пропадает. Алот промахивается, попадает по противнику и наносит 2 единицы урона. То есть Алот у нас тащит, оказывается. О, я попал на 24 урона. Нормально. Отлично, разобрались. Так, давайте подключаем все ненужные нам дела. Пока что. Так, все. Включили. Гранат. Все это ради вот этого ящичка. Рунный порох, оглушающая бомба. И получается, ко всему прочему, мы могли еще и так обойти здесь. Так. Ну что ж, вот следующая комната. Здесь что-то еще горит, видите, можно заюзать. Так, здесь у нас бес. 1, 2 и Эйдос. И все.
ладно, поехали. Правда, мы не сохранились ни черта, поэтому придется, ребята, постараться сейчас. Да, в принципе, тут стараться нечего. Когда вы отворачиваетесь, сзади доносится дребезжание, но двуглавый скелет висит неподвижно. Аквамарин, первобытная вода. Грибочка. Порох и раствор. И какой-то рог. Алхимическая лаборатория. Но здесь мы ничего такого не нашли, правильно? Хорошо. Пойдем посмотрим, что вот здесь можно. Так, найти хранилище Аркимира, открыть хранилище Аркимира. Это устройство — сложная панель управления, сделанная из самоцветов в каменной оправе. 4 цветных камня расположены вокруг отверстия в центре. Кажется, здесь чего-то не хватает. Умелый мастер сумел бы это поправить. Смотреть пустое место в центре. Кажется, место для еще одного самоцвета. Царапина указывает, что кто-то выломал его отсюда. Смотреть самоцветы. Эти самоцветы в точности такие, как в найденной комбинации. Вы уже знаете, как надо их расставить и повернуть, чтобы открыть замок. То есть нам нужно найти этот самоцвет, получается. А где же его искать? Ладно. Я нашел хранилище Аркимира, но дверь в него закрыта замком, который открывает комбинации редких самоцветов. Я узнал комбинацию, которая открывает. Осталось найти сам самоцвет. В поместье Аркимира есть еще. Хорошо. Так, я слышу какие-то не очень приятные звуки. Так, тут у нас один вроде бы бес, которого мы сейчас быстренько убьем. Нет, мне кажется, не быстренько его убьем. Так, окованный железом конструкт. 1 штука, 2 штуки. Это не радует, честно говоря. Так, давайте даже, наверное, как-то... Блин, я не знаю, чтобы еще бесов сюда не привлечь. Больше. Так, ладно, давайте сохраняться. Сейчас будем с ними воевать. Три конструкта. Причем один обычный, один суровый и один суровый. Вот это хреново, ребята. Так, ну ладно, тогда включаем наш режим танков. Включаем регенерацию. Было бы круто, если бы их можно было как-то вырубить.
Неужели мы реально сейчас с тремя вот этими конструкторами будем драться? Точно так же, как дрались тогда. Ну ладно. Нужно срочно поднять, пока ресурсы не потратили. Или все-таки это была плохая идея? Мне она, честно говоря, уже не очень нравится. Вот почему. Мы только одного еле вырубили. Ладно, давайте загружаться. Мы сейчас пойдем на верхний этаж. Мы не будем исследовать здесь ничего. Мне кажется, что это главный вход. Вот это вот как бы главный вход. Вот, но так как мы зашли с очень хитрой стороны, то может быть у нас получится и более хитро выполнить это задание. Стоящие в шкафу керамические миски и тарелки покрыты тонким слоем пыли. Свежие фрукты и перламутр. Так. Третий желтый глаз. Отлично. Такой красивый, буду лизать, пока язык не отвалится. Это, наверное, тот самый персонаж, который... Так, куда он исчез? Ясно. Полупрозрачный кристалл. Этот полупрозрачный кристалл покрывает тонкий слой засохшей слюны беса. На одной стороне кристалла есть несколько глубоких вмятин и бороздок. Наверное, раньше он был куда-то установлен. Ну, ясно, куда он был установлен. Так, королева была и нынешняя, и всякая еда. Так, здесь все получается. Ну, есть еще балкон, я так понимаю. Можно, в принципе, сходить туда. Смотреть просто что-то. Может быть, на балконе, кстати, мы обнаружим что-то полезное. Ты беспокоишь меня, Эдвард. Не все на свете существа годятся в домашние питомцы. Эй, было темно, я видел лишь твой затылок. Ну, понятно. Кстати, этот диалог у нас уже был, кажется. Мне показалось, что это какая-то... островная гигантская белка. Да я не о себе, фермер. Городской глашатай капитанов просит остерегаться. Кованый железом конструкт. Но этого одного мы сможем забыть. Давайте даже не будем особо заморачиваться, просто сделаем это.
это, кстати, возможно, был как раз намек на то, что сюда можно попасть. Таки телепортом, ребята. Все, конструкты у него закончились. А это что? Ага. Мы перебрались на самый верх. Вместе Аркемира спальня. То есть мы могли, наверное, таким образом обойти всех этих конструктов, возможно. Сейчас поймем, куда мы придем, оказавшись в спальне. О, а здесь мы не были. Сложность замка 9. Об эффективности бесов, бесчисленные ловушки на пути дрессировщиков бесов, культ алой жатвы. Ну и здесь тоже мы не сможем открыть. То есть здесь мы, конечно, сюда можем наведаться после того, как... О, кольцо контроля. Так, область действия плюс 10%. Ладно, пока заберем. Пальмовые пластинки. А последнее, что мы взяли, это королева, наверное, была нынешняя. Сортировка по цене, по стоимости чар, по времени. Заметки Аркемира. Бесспорно, бесы приносят пользу, вот только хлопот от них куда больше. Вчера я пришел с другим лицом, и дворецкий едва не поднял тревогу. Хорошо еще, что он все-таки узнал мою одежду. Чтобы такого больше не повторялось, я придумал для верещащего дурня пароль «Сидр и сыр». Такое даже бес запомнить может. Это возможно, кстати, мы так могли договориться. Так, область действия плюс 10%. Я думаю, что это актуально нашему, кстати, Серафену. Область действия чего? Ну ладно, пускай будет у Алота. Так, таким образом мы могли договориться с этим бесом, наверное. Так, боевой посох хорошего качества. Старый наряд Аркемира. Базовый класс защиты 3. А здесь базовый класс защиты 5. Ну, ладно. А здесь... Так, здесь 8. Здесь вообще, по-моему, тоже, да. Тогда забираем это так. Хорошо. Короче, спальня нам нужна была для того, чтобы обнаружить кучу закрытых вещей. А возможно, кстати, и ключик мы бы нашли. Может быть, это все одним ключом его открывается, который мы пока еще не нашли. Видим. Кис-кис-кис. Кстати, забавно, да. Такой вот вещь, которую я недавно узнал. Это вот у нас зовут Кис-кис, да, а во всем остальном мире зовут Кири-Кири-Кири котов. Можете попробовать на своем коте. Так, ну того беса мы даже трогать пока не будем. Мы еще успеем сюда наведаться. Вообще, я думаю, что этих конструкторов мы рано или поздно, ребята, точно убьем. Вот, потому что, как-никак, они нам будут давать опыт. Вот, но сейчас мы идем открывать
Так, установить прозрачный кристалл в отверстие. Кристалл вставляется в предназначенное для него отверстие с мягким щелчком. Окружающие его камни сразу загораются цветными огнями. Ввести найденную вами комбинацию. Выворачивайте самоцветы, расположенные в задуманном порядке. С каменным скрежетом дверь сдвигается в сторону. Ну что, как вы думаете, встретим мы здесь мага? Может быть, надо было принести больше сумок? На столе расставлена отмытая до блеска посуда. Нигде не пылинки. Ловушечки такие здесь есть. Так, ребята. Спокойно. Как вы помните, каждая ловушечка нам делает больно. Никого мы терять пока не хотим. Статуя Неказы первой смотрит на вас с понимающей улыбкой. Здесь сложность замка 7, здесь 8, здесь 10 вообще, здесь 11. А вот здесь какая-то штука, урна, в которой просто медячки. А это, наверное, табличка. Сказание Харапа. Фигурка костяного вирма. Использование 1 на передышку. Эффекты призывают 2 вирма. На 30 секунд. Зелье препятствий, зелье пронзающих ударов, большое зелье восстановления. Так, ну давайте фигурку вирма. Тогда пускай у этого. Да и в принципе вот эти все зелья пускай будут тоже. Длительность воздействия сюда. Так. Все, хватит. Хватит с нас ловушек. Или все соберем. Мы, кстати, их не видим, как вы можете заметить. Так, ну и здесь вроде бы больше ничего и нет. Правильно? Судя по всему, нет. Ладно. Я даже не думаю, что... Кстати, да, Эдеру давайте поставим в быстрое использование. Фигурку Вирма. То у нас у главного персонажа тоже, как помните, есть фигурка побитой собаки. Ну что, будем пробовать еще раз сражаться с конструктами, с нашими приобретенными призванными предметами. В принципе, можно будет попробовать, но, наверное, уже не в этой части, ребят, потому что бой тут будет точно затяжной. А, как понимаете, посередине боя мы с вами прервать не можем. Так что, ребят, на сегодня это все. Думаю. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, ребят, задавайте вопросы. Расскажите ваши впечатления об игре, о прохождении. Насколько, вот по сравнению, возможно, с первой частью, если смотрели мое прохождение первой части, вам понравилась игра. Вот, как по мне, она все-таки более комплексная, более интересная. Вот, но вот той самой, знаете, тех самых мурашек по коже, которые вызывала первая часть, все-таки нет. Пока что, по крайней мере, нет. Посмотрим, что будет дальше. На сегодня это все. С вами был Литорн. До встречи, ребят.